Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же награда вас ждет за пережитое? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы человек довольно активный по жизни. У вас вообще как-то вот в жизни довольно активная жизненная позиция. Вы абсолютно не домосед. Вам надо постоянно что-то делать, куда-то бежать, что-то, может быть, мастерить, да. Вы очень такой страстный, вы нравитесь женщинам, вы довольно неплохой любовник. Причем женщины, я думаю, вам об этом говорили тоже. У вас очень хорошо развита интуиция, вы чувствуете людей, вы настолько тонко понимаете, кто к вам и как относится. Плюс вы большой любитель животных. Вот четвероногий друг – это ваше все, это любовная любовь навеки. Вот вы настолько любите, это вот ваш, ну реально такой вот самый-самый близкий друг, вот четвероногий который, да. Вы человек, который очень близко к сердцу все принимает. Вот даже там, где не надо, вы будете переживать, грустить, да. Ну, как говорят, даже вот из мухи слона делать. Вы человек, который не терпит предательства, который не терпит вранья. Вы сами стараетесь жить по совести, да, вот у вас такая жизненная позиция, установка, что вранье – это плохо, что измена – это плохо. Вы никогда не предадите любимого человека. Напишите, есть ли такой момент. Вы очень любите детей, да, вот если они у вас есть, то вы очень хороший отец, либо же вам безумно хотелось бы иметь детей, но другое дело, что пока вот нет рядом любимой женщины, то, конечно же, пока детей у вас нет, но очень бы хотелось. Вы довольно неплохо умеете зарабатывать деньги. Может проигрываться, что вы владеете не одной профессией. Вы хороший даже кулинар. Вы готовите довольно неплохо. И я бы сказала, даже утерли нос бы многим женщинам. Именно вот в кулинарном искусстве. По поводу вот личной жизни, знаете, вот почему-то мне идет информация, что в принципе у вас есть возможности знакомиться с женщинами, но как-то вы то ли не хотите их замечать, то ли вы не готовы, настроения вот как-то у вас нет. Почему? Давайте посмотрим. Да, у вас однозначно варианты есть. Нет, это идет пережиток, ну, как бы из прошлого. Это из-за вашей потерянной любви у вас сейчас как-то вот отторжение идет. Опять же, у всех будет по-разному проигрываться. Это либо же обида вообще на женщин. Это может быть, что вы, допустим, недавно разошлись, вы еще не готовы к новым отношениям. Это может быть какая-то вот неуверенность в женщинах, да, вот недоверие. Ну, то есть вы могли бы запросто вот зароманить, вы могли бы устроить свою личную жизнь, но пока вот особой такой готовности нет. Вот именно это такой вот своего рода привет из прошлого. Вот не можете вы как-то открыться еще новым отношениям. Так, что еще у нас? Да, у вас безумная боль была в жизни, безумная рана. С чем связана? С семьей, конечно же. Это утрата семьи, это утрата любимого человека. Здесь вранье проигрывается, здесь проигрывается любовный треугольник. Причем, вы знаете, даже вот это ваше одиночество, как раз скорее я склоняюсь к тому, что вы осознанно сейчас не вступаете в личные отношения, в новое я имею в виду. Вот не хочется, вот наелись вы досыта, вот этой боли, вот этих страданий, да, вы не хотите, вы не торопитесь туда. Вы такой человек, который, знаете, вот как-то вы постоянно ищете в женщинах
вот даже не красоту. Вы как-то вот ищете вот какую-то глубину, да, глубину души, вот порядочность какую-то. Да, конечно же, вам хотелось бы, чтобы она и красотка была, но вот на первом месте у вас все-таки идет даже не интим, а вот именно душевное родство. И как раз это правильно. Вот вы теперь, если будете даже выбирать женщину, то вы будете выбирать именно по каким-то вот по душевным качествам, по тому, как она себя ведет, как она относится. Вот вас жизнь многому научила. И теперь вы будете уже, ну, очень хорошо просто присматриваться в дальнейшем, да. Сейчас пока вы не готовы еще. Не готовы, не отошли. Как-то вот, ну, период вам нужен, чтобы немножечко поулеглись вот эти страсти, чтобы вы, ну, я бы сказала, чтобы вы захотели вступить в новые отношения, да. Это как будто осознанная такая пауза, вот пауза в личной жизни. Потому что, ну, заводить романы, ну, оно вообще как-то вам и не надо это все. А новым отношениям пока вы не откроетесь. Нужен для этого период. Так, какая же награда вас все-таки ждет за пережитое? Потому что у вас вообще в жизни были такие довольно критические ситуации. У каждого, конечно же, это будет своя ситуация проигрывается. Это могли быть даже риски, когда вы, может быть, жизнью рисковали, когда вы, допустим, ставили на кон все, да, ради чего-то там. Вы такой человек, даже, в принципе, вы рисковый в чем-то. Период, который вы пережили, он пройдет, но будет много перемен в вашей жизни. Давайте смотреть, что же за перемены будут и какая же награда все-таки случится. Смотрите, у кого сейчас финансовые проблемы, у вас появится новая работа, причем это будет работа, вот именно о которой вы мечтали. Это будет работа по душе. То есть это будет два в одном. Знаете, вот я всегда завидовала людям, вот, которые занимаются, допустим, любимым делом, еще и деньги зарабатывая, да, потому что вот иногда люди занимаются, ну, какую-то работу делают, да, вот работают просто потому что надо, да, а далеко не все получают за свою любимую работу еще и деньги, да, вот большинство людей работают на той работе, я говорю сейчас о своей основной работе, да, не будем вникать в подробности, хотя мне так она, серединка на половинку, я не могу сказать, что она мне прям вообще не нравится, да, это, конечно же, не с Таро связано. В принципе, знаете, вот многие люди почему-то ходят на работу, которая им не по душе. Это, конечно, печалька, но тем не менее люди говорят, что а где я найду другую, а что я буду делать, там мало платят и так далее. Ну, то есть ищут кучу причин, да, только чтобы не пробовать, не рисковать, может быть, не вкладывать деньги, у каждого своя причина. То есть у вас будет благоприятный такой довольно период, когда вы сможете заняться именно вот любимым делом, да. Вот вы сможете, знаете, даже кто хочет открыть свое дело, может быть, компаньона найти. Вот сейчас начинается очень и очень хороший такой период для построения бизнеса, для построения, ну, даже вот для построения новых отношений, потому что у вас вот идет новая женщина, как раз это будет любимая женщина и ваша награда. Награда в том смысле, что эта женщина будет вот настоящая. Вот хочется назвать ее почему-то словом, вот как мама, да? Вот она настолько такая, у меня прям мурашки побежали, ничего себе. Такая вот, настолько идет энергетика даже теплая, такая вот домашняя, она искренняя. Даже беременность может проигрываться, если кто из вас еще захочет папочкой стать. Она настолько будет вот, ну реально, вот мечта, вот да, вот у нас вышла женщина-мечта. Это будет женщина, о которой мечтают многие мужчины. Опять же, здесь, знаете, вот вы с ней как-то вот то ли духом воспрянете, вот вы настолько будете кайфовать от этих отношений и именно состоянием, что вы руководите всем.
Вот если в прошлых отношениях вас, может быть, там унижали, оскорбляли, да, говорили, что ты такой-сякой, там, ты не мужик, ты пустое место, ну, в таком роде, да, всякие гадости, то здесь, ну, вы реально почувствуете себя императором. Вот императором, который руководит всем, который решает проблемы, который все сделает, все достанет, все проплатит, да. Она уже будет вот как хранительница очага. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что здесь идет именно акцент на серьезные отношения, на семейную жизнь. Эта женщина будет подарком именно вот, это будет новая, пусть даже может быть у кого-то гражданская жена, кто-то захочет официально жить, но именно здесь семейная жизнь идет. Это женщина, которая вот вселит в вас уверенность именно как в мужчину. Вы почувствуете себя именно вот силачом, да, вот силачом, я имею в виду, ну, не просто физически, да, потому что мужчина и так физически сильнее, а именно вот душевно, духовно, да, вот вы настолько почувствуете такую безумную поддержку и мотивацию от этой женщины, что вам, ну, реально захочется просто горы сворачивать. Вот ради таких женщин мужчины и сворачивают горы. Для тех женщин, которые мотивируют, которые помогают, которые поддерживают, да, которые встречают тебя вечером горячим ужином. Такая женщина, она настолько вот своим теплом обогревает, о котором, ну, реально, вот у нас женщина-мечта выпала. Возможно, вы даже не мечтаете о такой женщине, но она появится в вашей жизни как раз вот в виде награды, награды за то, что вы пережили, за все ваши страдания, за все ваши разочарования, да, потому что вы заслужили. Вселенная всегда видит, что происходит здесь у нас в миру, да, вот там высшие силы, они все прекрасно видят. Плюс наши предки, да, они все это видят, и они оттуда нам помогают. Важно просто их уметь попросить. Если кто не знает, вот ушедшие наши родственники, они нам помогают. Можно взять фотографию даже и просто вот искренне от души попросить. Ну, остальные ритуалы я не буду в эфире рассказывать, да, это как-то неэтично. Но тем не менее, вот эта женщина, она станет вашим и талисманом, и ангелом-хранителем, ну, во всех отношениях. Вот сейчас может кто-то подумать, что да, очередная сказка, но тем не менее мне очень приятно, когда вот вы пишете мне в комментариях, что много чего сбывается, то, что я говорю, да. Понятно, что это общий расклад, 100% везде все не может у всех сбыться, да. Но, тем не менее, мне это очень приятно, что сбывается и на личных раскладах, когда вы мне звоните, либо пишете, благодарите. Мне, конечно, безумно это все приятно, что все сбывается. Поэтому верит кто-то из вас в это или не верит, но это уже такое дело, это уже личное дело каждого. Но, тем не менее, вот реально, посмотрите, даже не хочу дальше больше карт вытаскивать. Мужчина, смотрите, у нас даже на дне колоды мужчина, который, ну, король, да, у нас, который самодостаточный, который уверен в себе. Это то, что придет в вашу жизнь вот именно с этой новой женщиной. Уверенность в себе, достаток, да, это то, что я говорила. Даже у кого есть финансовые проблемы, либо же перемены работы, будет очень успешный период именно во всех отношениях. Вот как будто звезды сойдутся так, что, ну, реально и финансы, и личная жизнь, вот все как-то, все начинает налаживаться, да, вот как говорят, жизнь только начинается. Поэтому здесь и уверенность, здесь и достаток, здесь и любовь, и комфорт, да. Я обожаю вот эту десятку пентаклей, вот эту семейную карту такую, которая говорит о полной гармонии, да. Финансы, семья, тепло, уют. Здесь настолько вот все гармонично, да. Вот просто хочется смотреть и смотреть на эту карту. Здесь и четвероногий друг, которого вы так любите. Здесь и дети, здесь и деньги, и дом, и любовь. Ну, то есть здесь даже добавить нечего. Поэтому награда вас, конечно же, ждет, ребятушки. Награда такая, о которой вы даже пока, может быть, и не мечтаете. Но, тем не менее, я вам всем желаю поскорее встретить такую женщину, с которой вы обретете то самое счастье, любовь и покой. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!